Привет! Наконец-то 7-й урок. В него я хотела вместить все, что я не вместила в первые 6 уроков. Весь свой 32-летний опыт игры на скрипке. Да, 32-летний опыт игры на скрипке. И все, что я не вместила в первые 6 уроков, хотела, чтобы сюда вошло. И у меня никак не получалось сделать это меньше, чем за 6-часовой урок, который никто не будет смотреть. Поэтому мы рассмотрим сегодня, как записываются песенки, которые мы научились играть. И вообще, как записываются ноты на скрипке в первой позиции. Ноты записываются на нотном стане. Что такое нотный стан? Вот это нотный стан. В начале нотного стана, если это нота для скрипки, должен стоять скрипичный ключ. Именно скрипичный ключ, не басовый, не альтовый, теноровый. Любой другой ключ будет значить, что ноты на нотном стане располагаются не там, где вот они располагаются при скрипичном ключе. И начнем мы с того, как записать открытые струны. Вообще ноты записываются на линейках, под линейками, между линейками, на добавочных. Добавочные бывают сверху и снизу. И в том числе вот соль струна, она тоже записывается на добавочной ноте. Но мы начнем с ми струны. Нота ми у нас записывается между 4 и 5 линейкой. Вот ми. Еще на ней может стоять нолик. На этой ноте, если это конкретная нота для скрипки, нолик значит, что нету пальцев. Аппликатура, да, вот записывается циферками над нотами, и 0 пальцев значит открытая струна. Следующая нота ля, она между 2 и 3 линейками записывается. Нота ре записывается под нотным станом, под первой линейкой. А соль сместили вниз, она под 2 добавочной. Нота соль находится под 2 добавочной. То есть скрипичный ключ хочет охватить максимально весь диапазон скрипки и сделать это выглядящим удобно на нотном стане. То есть чтобы мы смотрели в ноты и основные ноты, чтобы были посерединке. Да? Поэтому вот вся первая позиция, она практически укладывается в эти 5 линеечек. Дальше, для того, чтобы выучить ноты, как они записываются, вам понадобится выучить порядок нот. Вы, может быть, его уже знаете. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Но его нужно также уметь говорить вниз так же хорошо, как вверх. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Вот повесьте себе где-нибудь, возьмите бумажку с вот названиями нот и туда-сюда ее гоняйте. И также очень хорошо еще запоминать ноты через одну, трезвучиями. До, ми, соль, ре, фа, ля, ми, соль, си, фа, ля, до. И вниз до, ля, фа, си, соль, ми, ля, фа, ре, соль, ми, до. Это должно быть вот отскакивать от зубов у вас. Чем быстрее вы это можете сделать, тем проще вам читать ноты будет. Сейчас я буду играть ноты белые, так сказать, ноты чистые, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, да, без вот этих черных нот. Про черные ноты немножко мы поговорим в конце, про диезы, бемоли, бикары. Пока что белые ноты, то есть если расположение пальцев не совсем такое, как вы привыкли, да, за первые уроки, что второй отдельно от первого, не всегда будут пальцы в привычном положении, потому что мы играем только белые ноты, без диезов сейчас. Итак, с открытыми струнами мы разобрались, где они записываются на нотном стане. Но у нас же тут на каждой струне еще ноты. И начнем мы с ре струны разбираться, где записываются ноты на ре струне. Ре струна открытая, вот под первой полосочкой. Дальше мы ставим на нее первый палец, получаем ноту ми. После ноты ми первым пальцем идет нота фа. Фа диез будет здесь. Но мы пока играем фа, белую ноту, да? Записывается она между первой и второй линейками. Следующая нота, да, догадывайтесь, она на второй линейке. Следующая ля можно сыграть 4 пальцем. Можно сыграть открытой струной. Естественно, нота та же, что мы записали открытую струну. Прошли ре струну. Соль струна, 2 добавочные и под ними соль струна. Естественно, первый палец мы ставим, получаем ноту ля, она пишется на 2 добавочной. Дальше нота си,
Она пишется между первой и второй добавочной. Дальше до. До на первой добавочной под нотным станом. Легко запомнить. Первая добавочная, первая нота в гамме. Специально первая добавочная для первой ноты. И также ре можем сыграть четвертым пальцем. Можем открытую струну. Ре, ми, фа, соль, ля мы выучили. Идем на ля струну. Ля. Наша нота си, первый палец. Си легко запомнить, как записывается, чтобы не считать каждый раз так вот. Ля струна, первый палец, нота си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Можно просто запомнить, что это середина. Конечно, середина пишется с Е, нота Си с И, но произносятся они похоже. То есть середина, нота Си на средней полоске. Нота До рядышком с нотой Си. Второй палец и следующий ре на четвертой линейке. Ми мы уже знаем, где пишется. Между четвертой и пятой линейкой, если четвертый палец, то это на ля струне четвертый палец, значит ми. Переходим к струне ми. Ми между четвертой и пятой линейкой. Фа здесь будет стоять очень низко у порожка, да, белая нота фа. Первый палец на первой сверху линеечке, на пятой линеечке пишется. Дальше над нотным станом сверху пишется нота соль, второй палец на ми струне. И на первой добавочной сверху наша любимая нота, главная нота на скрипке ля. То есть снизу у нас до на первой добавочной, а сверху ля. И на ми струне все пальцы у нас, если мы их играем без диезов, без бикаров, без диезов, без бемолей, они отдельно. То есть си, вот нота си. Четвертый палец, она пишется над нотой ля, то есть над первой добавочной сверху. С нотами в первой позиции вроде бы немножко разобрались. И сейчас поиграем песенки. Начнем разбирать сейчас, как записывается «Мишка с куклой» песенка, которую мы проходили, да, в предыдущем уроке. Ссылка на урок здесь, если вы вдруг не проходили. Вот ноты. И сейчас разберемся, почему вот эти ноты. Здесь мы видим, что у нас после скрипичного ключа стоят два знака – фа диез и до диез. Эти знаки распространяются на всю пьесу. То есть по правилам музыкальной грамматики они пишутся диезы на каждой строчке и распространяются на всю строчку. Если вдруг в такте встречается бикар, вот этот бикар, он отменяет диез, он также отменяет бемоль, но всего на один такт. Его действие длится один такт. Это правила музыкальной грамматики, они в любом произведении работают. То есть по умолчанию на всей строчке у нас диез, если он стоит около скрипичного ключа, и по умолчанию бикар отменяет ноту на такт. Если, допустим, композитор хочет в начале такта сделать бикар, а в конце такта опять диез, то ему надо написать в этом такте в конце на ноте диез. Мишка с куклой. Здесь у нас фа диез, значит на струне ре, ре, фа, вот мы учили натуральную ноту белую, а мы здесь ее будем играть фа диез. И поехали. Ноты эти мы уже выучили, поэтому я сейчас просто медленно сыграю, да, а вы последите и позапоминайте ноты, попрактикуйтесь, да, можете со мной сыграть, можете называть, глядя в ноты.
Так, с одной песней разобрались, и теперь елочка. Здесь в елочке, вы видите, здесь нету знаков, поэтому мы играем фа уже низкое, фа бикар. Бикар это натуральная нота. И до тоже будет до низкое, ля, си, до. Вот, также последите, поназывайте со мной ноты, посмотрите вот сейчас в ноты и на где я их нажимаю. Так, где они записаны, где они нажимаются. С нота соль, она у нас на ре струне, третьим пальцем, находим ее. Еще вы, наверное, заметили, что штили у нот, полосочки, да, над нотами, они разные. И сами ноты, они бывают черные и белые. Это означает длительности, да, вот это различие в штилях, в цвете их, это означает длительность. Я приведу схему скачать, да, но отдельно тоже это рассказывать, это для отдельного урока, поэтому я надеюсь, в ближайшее время я его сделаю. Или посмотрите каналы именно по сольфеджио, теоретиков, я ссылки дам в конце урока, и может быть здесь возникнет, да, в описании по длительностям. Потому что длительности, они для всех инструментов одинаковые, да, если здесь ноты высоковысотность, нам нужно понять, где это на скрипке, то длительность на любом инструменте вы видите, и она хлопается, считается одинаково. Теперь разберемся немножко с диезами и бемолями. У меня вот клавиатура, да, такая, и на ней, может быть, вы знаете, может, кто-то еще не знает, нота до располагается всегда перед двумя черными клавишами. Вот нота до, ре, ми, фа, то есть перед тремя получается нота фа. Фа, соль, ля, си, до. Если мы, вот это, допустим, нота до, и если мы хотим сыграть черную клавишу, то мы пишем до диез. Это называется до диез. Диез повышает ноту на полтона. Вот это вот полтона. Полтона, 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 полтона между ми и фа у нас. До, ре, ми, фа. И между си, до у нас тоже по умолчанию полтона, половинка. Да, вот это вот расстояние, это тон. То есть полтона, полтона равно тон. Ну, понятно, две половинки равны целому. То есть вот эта нота это до диез, до диез, ре диез, ми диез, фа это ми диез, да. Фа диез, соль диез, ля диез, си диез. До это си диез, это одно и то же. Зачем это к теоретикам? Вопрос не ко мне. Идем назад. До, си. Если мы понижаем, получаем си бемоль, ля бемоль, соль бемоль, фа бемоль, ми это фа бемоль, да, опять же к теоретикам. Ми бемоль, ре бемоль, до бемоль. Но вообще есть, конечно, рациональное объяснение, почему у нас бемоли и диезы, почему не назвали. Вот уже диезы есть, да, и все, мы их назвали ноты. Нет. Если мы возьмем, допустим, ля диез мажор, назовем, да, не си бемоль мажор, как это положено, то есть си бемоль, до, ре, ми бемоль, фа, соль, ля, си бемоль. А в гаммах, ну, это тоже отдельный урок, но расстояние между нотами в любой мажорной гамме такой же, как в до мажоре. Вот между до и ре тон, полутон, раз, два, три тона, полутон. И в гамме, если она идет от ноты ре, будет то же самое. Тон, полутон, тон, три тона, полутон. Соответственно, если мы назовем гамму ля диез мажор, то у нас будет ля диез, си диез, до дубль диез, ре диез, ми диез, фа дубль диез. Короче, будут одни дубль диезы. Это очень сложно понять, это очень сложно говорить. Поэтому есть бемоли и диезы. Это упрощает на самом деле
запись. То, что можно ноты повышать и понижать, и хотя они здесь одни и те же, но именно зрительно воспринимать это легче, это меньше значков, меньше черноты в нотах. То есть вот чуть-чуть мы про диезы, бемоли поняли, диезы повышают, бемоли понижают, бикары отменяют. И смотрите, всегда обращайте внимание, что у вас около скрипичного ключа. Вот мы разобрали с вами натуральные ноты. Сейчас я еще раз сыграю полностью всю гамму, да, и с нотами. Это будет у вас такая шпаргалочка. Вот это первая позиция белых нот. Если вы любую из них хотите повысить или понизить, надо отталкиваться от этой ноты и ее уже, соответственно, двигать чуть-чуть там вверх или вниз. И помнить, что ми диез это фа бемоль это ми, и тоже си до то же самое, си диез это до бемоль это си. Надеюсь увидеть вас дальше на уроках. Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на канал. И я вас поздравляю, вы прошли все 7 уроков. Я надеюсь, вы чему-то научились. Я все еще жду, когда пришлют мне видео, кто выучил песенки для бесплатных уроков. Вот. Держу в своем расписании свободные места. Присылайте свои видео на e-mail. Удачи вам в обучении, терпения и здоровья!